Здравствуйте! Сегодня готовим нарезные пирожные. Прекрасно подходят для детских праздников. Хрустящее песочное тесто, сливочный ганаш с фундуком и нежное воздушное суфле с медом и тыквой. Сначала приготовим песочный корж. Высыпаем муку в миску. Муку обязательно нужно просеять. И сюда же выкладываем масло. Теперь вот так обкатываем масло мукой и натираем на терке. Масло у меня из холодильника. Я сегодня покажу рецепт песочного теста, который отличается от стандартного приготовления. Плюс это то, что оно быстро готовится и получается очень-очень хрустящим и легким. После того, как мы натерли масло, высыпаем сюда же сахар, разрыхлитель и соль. Теперь все хорошенько нужно смешать. Пускай все ингредиенты соединятся между собой. После этого добавляем желтки. Стараемся распределить желток равномерно везде. Мы не будем замешивать тесто, как это обычно делается, а будем делать песочную крошку. Вот теперь вот так вот руками растираем все ингредиенты вместе. Вот такая крошка у нас должна получиться. Мы не убираем его в холодильник, а сразу будем применять. Берем противень, застеленный пергаментом, ставим сюда форму. У меня форма 20 см на 20 см. К этой порции подойдет также круглая форма диаметром 24-25 см. И засыпаем крошкой. Распределяем ее равномерно по всей форме. И слегка, не сильно, я вот слегка еще как бы спрессовываю крошки, чтобы они держались друг друга. Все, отправляем в духовку на 175 градусов. Выпекаем 25-30 минут. Корж у нас готов. Посмотрите, форма снимается очень легко. Теперь нужно оставить корж остудиться, но смотрите, один важный момент. Этот корж должен лежать на чем-то твердом, то есть переносим вот прямо с бумагой и лучше всего сразу поставить на какой-нибудь твердый поднос. Сначала мы должны его связать начинкой сверху, и тогда крошиться он не будет. Пока корж остывает, мы приготовим ганаш с фундуком. Сливки ставим в микроволновку, чтобы сливки нагрелись до горячего состояния. Я поставила на 2 минуты, а вы смотрите по своей микроволновой печи. Теперь в горячие сливки высыпаем черный шоколад. И прям так оставляем на столе на 5 минут. После 5 минут нам нужно просто смешать сливки с шоколадом. Теперь сюда же добавляем жареный измельченный фундук и смешиваем. У нас получится очень вкусная начинка. Из своего личного опыта могу сказать, что с темным ганашем очень хорошо сочетаются практически все орехи, кроме грецких орехов. Просто теряют свой замечательный вкус в сочетании с шоколадом. Оставим массу в помещении, а за это время приготовим тыквенное пюре. Для этого будем использовать обычную тыкву, уже очищенную и порезанную на кубики. Чтобы сделать пюре, нам ее нужно запечь в духовке, либо в микроволновой печи. Я ее ставлю в микроволновую печь на 10 минут. После запекания она становится очень мягкая. Перекидываем в чашу и пробиваем блендером. Тыквенное пюре готово, пускай ждет нужного момента. Теперь переходим к самому сложному процессу приготовления суфле. Замачиваем желатин холодной водой и оставляем набухать. Соединяем в сотейнике сахар, воду и мед. Немного смешаем и ставим на умеренный огонь. Практически рядом ставим миску. Сразу выливаем сюда белок и щепотку соли. При приготовлении суфле желательно иметь кондитерский термометр. Без термометра очень сложно определить нужную температуру. Нам нужно уварить до 120 градусов, может быть немножко выше. Но в данном процессе есть еще такая маленькая сложность, что в нужный момент нам еще нужно начать взбивать белок, чтобы готовность взбитого белка и готовность сиропа совпала практически одновременно. На первый взгляд это кажется очень сложно, но смотрите просто за моими движениями, слушайте, что я буду говорить. Достаточно все легко и просто.
Если в сироп мы добавляем мед, вот может быть такая реакция. Сироп сначала может сильно запениться, но потом пена успокаивается, и сироп кипит, как при обычном режиме. Когда сироп у нас уварится до температуры 112-115 градусов, вот это как раз время можно взбивать белок. Буквально через несколько минут сироп будет готов. Так что главное не упустить момент. И теперь получается, что я одной рукой взбиваю белок, а другой рукой держу градусник и время от времени проверяю температуру сиропа. Сироп приготовился, снимаем с огня, продолжаем одной рукой взбивать белок на максимальных оборотах, а другой рукой медленно вводим сироп в белок очень тоненькой струйкой. После того, как мы ввели весь сироп, продолжаем взбивать на максимальных оборотах еще несколько минут, пока у нас не получится вот такая пышная меренга. Теперь сюда добавляем тыквенное пюре и также хорошо смешиваем миксером. И в самом конце добавляем желатин. Вот он у меня набухший. Я его ставлю в микроволновую печь, чтобы его растопить. Растапливаем желатин и выливаем к меренге. Также все тщательно смешиваем. Все, сразу после этого собираем основу для нарезных пирожен. Сверху на песочный корж я обратно поставила форму. Выкладываем из кондитерского мешка ганаш с фундуком. Слегка разравниваем, чтобы слой был ровным. И сверху выкладываем суфле. Также хорошенько разравниваем, чтобы суфле распределилось равномерно. Теперь начинку убираем в холодильник на несколько часов. После этого вырезаем из формы. Это делается обычным ножом. И разрезаем на порции. Такие пирожные подаются обычно с кофе или с капучино. На вкус пирожные хрустящие, с ярко выраженным шоколадным вкусом, а также приятный вкус фундука, но и с такими легкими нотками меда и аромата тыквы. Надеюсь, вам понравится этот рецепт и особенно его оценят ваши дети. Пускай все получается. До свидания, до следующего выпуска.